Друзья, приветствую вас на канале Рыболов Копатель. Минутка отступления от темы, небольшие замечания, ремарочка такая. Хотел у вас поинтересоваться и попросить вас написать ваше мнение в комментарии. Нет ли у вас ощущения того, что мы стоим на пороге каких-то глобальных перемен? И даже не на уровне планеты Земля, а вообще на каком-то космическом уровне. Вот прям как будто бы грядут какие-то глобальные перемены. Прям такой шаг сделает все мироустройство, что все прежние ценности просто станут ничем. Все поменяется. Вот лично я живу с таким ощущением уже года 3. Я никакой не экстрасенс, не всевидящий. Вот просто вот какое-то внутреннее ощущение. Не знаю, чем оно мотивируется, но оно есть. Вот эти вот магнитные бури постоянные. У меня собаки 3,5 года. Она себя сейчас так ведет, я никогда за ней не наблюдал подобного. Вьет гнезда какие-то, все суетится, бегает, не знает, куда себя деть. Что такое творится, друзья? С кем не поговоришь, все испытывают какие-то ощущения странные на физиологическом уровне. Вы замечали что-нибудь подобное? Вот мне кажется, блокировка Ютуба по сравнению с тем, что грядет, это просто песчинка в пустыне Сахара. Что вы думаете на этот счет? Все, мы поехали копать. Приветствуем вас, друзья, и мы снова с дядей Юрой, с товарищем генералом. Привет всем. Снова едем покопать, покопошиться. У нас сегодня вообще практически дождь идет. Ну, такая частая изморозь. 3 градуса за бортом. Я думаю, копать должно быть комфортно. Сейчас солнце встанет, день проснется и изморозь кончится, и нормально покопаем. Обязательно сегодня что-нибудь для вас найдем. Обязательно. Вы прикормку для деда взяли, генерал, или опять конфеты сыпать будем? Нет. Я думал, торт сегодня повезем дедушке. Нет, завтра. Прикол рассказать, друзья. Можно расскажу про день рождения? Спасибо! Пожалуйста. Короче, вчера такие поехали копать. Генерал мне говорит, сегодня бы пораньше вернуться. У жены день рождения, говорит. Я говорю, да-да, что мы долго ж не копаем, до обеда и приедем. Приехали с генералом, время обед. Я машину поставил, пошел Джоли собаку выводить на улицу. Иду такой, смотрю, о, Любовь Федоровна с дочкой и с внуком гулять пошли. Я такой довольный ей. С днем рождения, Любовь Федоровна. Какой день рождения? Этот генерал, говорит, все нафиг перепутал на свете. Так что вот так вот, друзья. Вот он, бандит, блин. 27-го будет. Вот так вот. Слегка капает. Еще темновато даже. Сейчас пойдем вот. Дорога. Она же старая дорога. Вдоль нее все проверим. И металла тоже должно быть немало. Осколки. Сигнал был, ребят, дорожный. И смотрите. Что это такое? Конинка, что ли? Или накладка какая-то. В такой патине замечательной.
Давайте чуть-чуть почистим. По-моему, это пукля. Наверное, так они назывались. И 100 метров вдоль дороги с генералом. Тут уже, блин, уже даже не могу одной рукой поднять. Тяжеленное все, просто тяжеленное. Сейчас покажу вам какие. Вот эти вот сухари, блин. Ну. Ага, ну он висит, вон-ка. Опасно. Между прочим, друзья, часто вот на таких дорогах попадаются всякие знаки, награды и так далее. Да, генерал? Ну и я попался, видишь, теперь. Ну да, награда настоящая. Старые дороги. Ходочку сделали с металлом. Продолжаем работать, друзья. И тут я прибор спрятал с лопатой. Хороший сигнал. Такой сигнальчик тоненький был. Опа. И смотрите, ребят, в какой изумительной патине с бушлата. Пуговица. Это Первая мировая, наверное, будет. С якорьком. Вы пишете, что такое качество видео не очень. Ребят, сумеречно, видите, как пасмурно в лесу. Поэтому света не хватает и картинка соответственная. Очередное озеро высохшее. И вот, смотрите, находка. Кран. Странный какой-то под углом. Видите, он привязан был. Какая-то закидушка или сеть огружалась. Непонятно. Это даже не кран, это какой-то фильтр, похоже, как будто. Что-то более сложное, чем кран. Ну, латунь. Я бы сказал, это больше на топливную систему похоже. Но тут явно какой-то фильтрующий сектор. Переходник с фильтром какой-то. Будем так считать. Мы вышли на фундамент какой-то немецкой постройки, назначение которой нам неизвестно. Но сигналы вдоль фундамента имели место быть, поэтому решили задержаться здесь и немного посмотреть, углубиться, пощупать, что будет попадаться. Снова ложки вон полезли, посуда, и смотрите, вон еще все остальные. Хоть
латунные были. Не, лучше серебряные, конечно. Стекляшка тоже ползет. Поковыряемся. Опа. Смотрите. А это уже вилочка цветная. Уже латунька. Это хорошо. Блин. Посуда лезет, и ящерицу саламандру разбудил, блин. Срочно переложить спать. Так, иди сюда. Вот так. Давай. Все, спи. Смотрите, какие тарелки, ребят. С какими клеймами. Класс. Раздавила мальски. Ну точно какой-то кухонный угол был. Вот и нож. Клепки остались. Ручка деревянная была. Какая-то крышка. Судя по всему, была латунь. Стекло вон плавленное идет. Все горело, ребят. Все горело. Плавыш, видите? Снова вилка. И стекляшка прикипела. Самое главное, какая-то утварь ползет. Значит, что-то есть. Значит, направление верное. Серия крюков вот таких вот, причем заостренных, вылетела. Явно мясо подвешивали, туши домашнего скота. Давно копал траншею. И вон, смотрите, пятерка. А тут, смотрю, сверху звенит. За монетка. И тоже 5 фенигов. Вот и товарищ генерал говорит, что-то мега тяжелое нашел. Мега тяжелое. Но, говорит, унести не смог. Как я устал копать вот этот кусок железа длинный. Видишь, он на клепках. Такой длинный кусочек. Какой тяжелый. Вот. Я заколебался. Лопата сейчас попробую. Шатается. Шатается. Как-то так. Наверное, может быть, от техники от какой-нибудь.
Блин, там орел только что какой-то пролетел. И так кричал, слышали? Какой-то кусок, да, генерал? Килограмм на 100. Если не больше. Если не больше. Так что мы, может, выдвинемся туда скоро тоже и будем выкапывать. Пойдемте покажу, что получилось у меня. Металла мы насобирали. Мешок. Какой мешок? 2 мешка. Рванины еще латунной. Целый мешок насобирали. Тоже там нормально будет, да, генерал? Наверное. Ну, по металлу сработали, ребят, короче. Подводим итоги сегодняшнего дня. Еще пукля в машине лежит. Короче, вот этот вот, это кошелек был. Я даже знаю, кто нашел его. Я знаю, кто его нашел. Просто эти цинковые не брал феники. Находили тут кошелечек. Там даже остатки от него вот. Вот от кошелька даже вот этот вот верхняя часть, видите. Так что Игоряну привет передаем. Понял я, где ты нашел, Игорь, кошелечек этот. Вот тарелка разбитая. Посмотрите, там башни какие-то, крепость изображена. Явно старая. Ну, конечно же, разбитая все. Я думаю, вот это вот какая-то топливная перегонка была, скорее всего, с фильтром. Вряд ли для воды такой кран был. Ну и куча всяких безделушек, цветных и не очень. Вилка только одна цветная из всей этой груды. И смотрите, стекло какое плавленное. Все горело тут, короче, наглухо. Вот такие находочки, ребят, у нас сегодня. Будем собираться, упаковывать. Ребята, все, мы отправляемся домой. Всем спасибо за просмотр. Салаты есть, поедем. Предновогодние, а у кого-то дни рождественские, да? Да. Поздравляем супругу генерала Любовь Федоровна с днем рождения вас. Доброго здоровья, самое главное. Позитива, отличного настроения. Едем домой. Всех благодарим за просмотр, друзья. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Ставьте вот так пальчик вверх. Пишите комментосики. Всем пока. Пока-пока. И мальчикам, и девочкам, как генерал говорит, да? Да, да.